Поменяли бы вы свой мотоцикл на кассетный плеер? Нет? А прошаренный советский подросток из 80-х поменял бы, не задумываясь. Плеер в 80-е был больше, чем гаджетом. Это была мечта, объект желания, символ статуса, портал в другой мир. Сегодня мы поговорим о кассетных плеерах Walkman, о том, как они появились и как завоевали мир. Началось все с изобретения кассеты. Изобрел ее голландский инженер Лу Оттенс, а компания Philips в 1963 году торжественно представила ее на промышленной выставке в Берлине. После огромных бобин, катушечных магнитофонов, это само по себе было революцией. Корпорация Sony одной из первых приобрела у Philips лицензию на прорывную технологию. Уже в 1966 году выпустила свое первое кассетное устройство. Вскоре один из диктофонов Sony даже попал на орбиту Земли. Астронавты НАСА взяли его с собой на борт корабля Аполло-7, чтобы вести аудиодневник и слушать в космосе музыку. Получился отличный пиар-ход. В 60-е и 70-е японцы активно выпускали портативную кассетную технику, но, как ни странно, не для музыки. Они делали профессиональное оборудование, диктофоны для бизнесменов, журналистов и переводчиков. Все это было очень полезно для работы, но слишком дорого и громоздко для того, чтобы слушать любимую музыку по дороге на работу. Собственно, так и появился первый Walkman. По легенде, сооснователь Sony Масару Ибука брал с собой в долгие перелеты стереопроигрыватель с наушниками, чтобы слушать любимые оперы. Тяжелый аппарат его раздражал, и он попросил подчиненных сделать компактный плеер на базе портативного журналистского диктофона Pressman. Удобно, когда у тебя своя корпорация, правда? Не хватает какой-нибудь штуки, звонишь в офис и говоришь: а можете ее изобрести, пожалуйста? Просьба японского начальника — закон для японского подчиненного. 4 дня спустя отдел по разработке аудиоустройств подготовил для Ибуки прототип с хорошим звуком и с наушниками. Прототип работал от 3 до 8 часов на 2-пальчиковых батарейках. Чтобы уменьшить корпус, инженеры выкинули функцию звукозаписи. Несмотря на то, что у Масару еще в самолете сели батарейки, и он не смог найти им замену, образец ему настолько понравился, что он предложил своему партнеру и главе Sony Акио Морити запустить плеер в производство. Убедил он партнера просто. Выдал вещь и предложил самому попробовать. Морита не расставался с плеером все выходные, а в понедельник собрал коллег на срочное совещание и объявил, что Sony теперь делает плеер, и что разработку надо ускорить, чтобы успеть до начала летних каникул, так как основная аудитория этого устройства — школьники и студенты. Тут надо подчеркнуть, каким чудом на тот момент казались возможность включить музыку где угодно. Это сейчас у нас с собой смартфон, в котором есть любой альбом, любое кино, да и вообще все что угодно. А тогда любимую песню можно было услышать либо по радио, либо по телевизору, либо дома на пластинке. Чтобы идти по парку, вспомнил какой-то трек и тут же его включил, но это научная фантастика. Подобных отношений с музыкой у человечества еще не было. Поэтому члены совета директоров Мориту сначала не поняли. Типа, что за бред, зачем слушать музыку в транспорте или на пробежке? Домой иди, спокойно садись в кресло и там слушай, как все приличные люди. Морите пришлось даже пригрозить, что он уйдет в отставку, если его предложение отклонят. История технического прогресса и плееров Walkman, как его символа, это история постоянной адаптации к новым условиям. Только ты изобрел что-нибудь прорывное, как в спину уже дышат конкуренты, которые совсем не хотят тебе добра. Похожим образом сегодня устроена сфера цифровой безопасности. Любой компании, сотрудники которой пользуются чем-нибудь цифровым, от почты до ноутбука, приходится постоянно адаптироваться к новым угрозам. И если раньше достаточно было просто поставить антивирус на рабочий компьютер, сегодня этого уже не хватает. Нужны более современные средства защиты не только компьютеров, но и других уязвимых точек. Этим как раз занимается лаборатория Касперского. У компании есть комплексное решение, которое помогает защищать рабочие места, корпоративную почту и мобильные устройства сотрудников. Решение доступно для компаний с парком до 1000 устройств. Подробности в описании. Вот 1 июля 1979 года в продажу вышел первый портативный аудиоплеер Sony. Он весил 390 грамм, без батареи, имел синий металлический корпус и стоил где-то $150. На наши деньги сегодняшние это примерно $500. В комплекте шли портативные наушники весом всего 50 грамм. Таких до этого тоже никто не видел. Все привыкли к тяжелым конструкциям, закрывавшим полголовы. У плеера был стереозвук. На тот момент прорыв для маленьких гаджетов.
Больше всего вопросов современного пользователя вызывает заметная цветная кнопка Hotline на корпусе плеера. Что она делала? Она приглушала музыку и включала встроенный микрофон, чтобы в наушниках было слышно внешний мир. Дело в том, что сама концепция единоличного прослушивания музыки на публике показалась вежливым японцам какой-то асоциальной. Надел наушники и вроде как изолировался от общества в своем маленьком мирке. Сидишь и всех игнорируешь. Неприлично. По этой же причине у первой модели было два порта для наушников, чтобы слушать одну и ту же музыку вдвоем. И кнопка, и плеер с точки зрения инженеров Sony должны были показать, что это гаджет не для одиночек, а для популярной, модной, стильной молодежи, у которой много друзей. Забегая вперед, обе функции в следующих моделях убрали. Ими никто не пользовался. Оказалось, что изолироваться от общества очень приятно. Назывался плеер Walkman по аналогии с диктофонами Pressman, в том смысле, что с ним можно и нужно ходить. Презентацию для наглядности устроили прямо в токийском парке Мэйдзи. Всем журналистам раздали плееры и предложили подвигаться. Фоторепортера в наушниках на скейтборде после этого облетела весь мир. Интуиция Мориты оказалась пророческой, а Walkman — мгновенным хитом. Sony для начала планировала продавать 5000 устройств в месяц. Вместо этого за первые 3 месяца было продано 30 тысяч штук, а за первые 7 месяцев 140 тысяч. Интересно, что Walkman формально не был первым портативным аудиоустройством в истории. Еще в 1972 году бразильский немец Андрес Павел создал переносной аппарат для прослушивания музыки в наушниках и назвал Stereo Belt, потому что конструкция крепилась на поясе ремнем. Ничего, кроме непонимания и насмешек, это тогда не вызвало. Можно представить себе настроение Андреаса, когда он увидел, как продается Walkman. С Sony он потом долго судился за авторские права и только в 2004 году заключил мировое соглашение. В 80-м японцам было не до него. Они готовились к американской премьере своего плеера. Главный спор шел вокруг названия. В Японии были уверены, что слово Walkman американцы не поймут. Для Америки был придуман бренд Soundbound, а для Великобритании Stowaway. Но тут все решил покупатель. Плееры привозили с собой туристы, стюардессы, и сарафанное радио разносило новости про потрясающий новый гаджет. И к моменту релиза на Западе термин стал вполне узнаваем. В июне 80-го первый Walkman вышел в продажу в США. И этот релиз, и все следующие сопровождала агрессивная рекламная кампания. В роликах люди танцевали на улицах. Мир после нажатия кнопки Play становился из черно-белого цветным и так далее. Самая известная реклама с медитирующей обезьяной по имени Чоромацу. Мудрая макака слушает классическую музыку на берегу горного озера. Но основная причина бешеного успеха плееров Walkman была в другом. В 1981 году в США начал работать телеканал MTV, и культура изменилась бесповоротно. Лет на 20 музыка стала основным элементом идентичности. И любой разговор в подростковой компании теперь начинался с обязательного «А что слушаешь?». Walkman'ы продавались миллионами штук в год, причем 60% сразу шло на экспорт. Мир быстро проникся так называемым эффектом Walkman, суть которого описала газета Washington Post. Это как наркотик. Включаешь плеер и отключаешься от остального мира. Ну, конечно, была небольшая общественная паника, как же без этого. Активисты требовали запретить наушники в школах, поблизости от дорог и при проведении опасных работ. Запретить ничего не удалось. Более того, плеер превратился в символ статуса и в сверхмодную вещь. С плеерами Walkman видели многих селебрити, от Джорджа Майкла до Энди Уорхола. Уорхол говорил, что ему очень приятно слушать на Манхэттене Pavarotti вместо автомобильных гудков. Слово Walkman даже попало в Оксфордский словарь как нарицательное, в одном ряду с ксероксом. Конкуренты Sony, такие как Aiwa, Panasonic и Toshiba, достаточно быстро включились в гонку и начали делать свои плееры, но Sony уже успела уйти далеко вперед. Плеер — вещь технически очень сложная, там кроме электроники есть куча всякой миниатюрной механики. И вот все 80-е инженеры Sony продолжали ее уменьшать. Они как будто специально выделывались, типа «смотрите, как мы можем». Каждая новая модель Walkman что-то добавляла или улучшала. Радио, металлический корпус, автореверс, перезаряжаемый аккумулятор вместо батарейки. В 1983 вышел Walkman WM10. Настолько маленький, что он был физически меньше, чем кассета. Чтобы вставить кассету, его надо было чуть-чуть раздвинуть.
Печатную плату электронной начинки пришлось сделать гибкой и свернуть ее в трубочку, иначе она не влезала. В 1988 появился WM505. В комплекте к нему шли беспроводные наушники за 12 лет до изобретения Bluetooth. В 1989 к десятилетнему юбилею вышла лимитированная версия флагманской модели WM701 с посеребренным корпусом. Таких плееров сделали всего 2000 штук. Американский журнал Time писал: 80-е годы можно назвать десятилетием Walkman. За первые 10 лет Sony продала во всем мире около 50 миллионов плееров. С 1985 по 1990 выручка компании увеличилась почти в 2 раза и достигла 19 миллиардов долларов. В Советском Союзе Walkman было практически не достать. Его можно было привезти из заграничной поездки или купить в магазине «Березка» за специальные чеки. Про «Березку» у нас был отдельный выпуск, посмотрите его, пожалуйста, если вы его не видели. В пересчете на рубли Walkman WM101 образца 1986 года стоил около 250 рублей, то есть 2 средние зарплаты. Иногда новый плеер действительно обменивался на подержанный мотоцикл, и бывший владелец мотоцикла еще считал, что ему очень и очень повезло. Иметь Walkman значило принадлежать к миру избранных, форцовщиков или выездных, или детей номенклатуры. В 1994 году к очередному юбилею, 15-му, тиражом 500 штук вышла позолоченная версия модели WM-EX1. Все 90-е Walkman оставались невероятно популярными, несмотря на то, что Sony активно осваивала новый формат – компакт-диски. Бренд в итоге распространили на CD, а затем и на MP3-плееры. Общее число именно кассетных Walkman, проданных за все время, оценивается в 200 или даже 220 миллионов штук. По-настоящему Walkman убил не компакт-диск, а iPod. Есть легенда, что молодой изобретатель Стив Джобс получил Walkman в подарок от самого Морита во время рабочей поездки в Японию. Слушать музыку он не стал и вместо этого тут же разобрал подарок на части, чтобы понять суть устройства. Коллеги вспоминали, что в работе Джобс всегда ориентировался на Sony, а не на прямых конкурентов из IBM и Microsoft. И если знать историю Walkman, становится понятно почему. Первый iPod был представлен в 2001 году под слоганом «1000 песен у вас в кармане». Что самое главное, за этой 1000 песен не надо было никуда идти, все они без проблем скачивались из интернета, легально или нелегально. С этим никакой кассетный плеер конкурировать не мог по определению. Кассетные Walkman продолжали выпускаться, но это было уже не то. В США последняя флагманская модель перестала продаваться в 2004 году, а в Японии последний Walkman сняли с производства в 2011. Тем удивительнее, что сегодня мода на кассетники возвращается. Энтузиасты ищут и восстанавливают винтажные плееры. Многие музыканты выпускают кроме винила еще и кассеты. Появилось даже несколько новодельных моделей кассетных плееров от нишевых компаний. Подержанный Walkman в хорошем состоянии на маркетплейсе может стоить 10-15 тысяч рублей за ходовую модель из нулевых и сотни тысяч рублей за знаковые разновидности из 80-х. Каким-то невероятным образом Walkman снова в моде. Возможно, потому что людям снова хочется изолироваться. Только теперь от бесконечных уведомлений в смартфоне.